Носорог и бегемот – эти ребята по праву считаются самыми сильными животными в мире. В их компанию еще можно включить африканского слона, который в порыве ярости способен вырывать деревья с корнями. Но слон из другой весовой категории. Эти африканские тяжеловесы – самые настоящие бронированные танки, которые всегда прут напролом. Главное оружие бегемота – это огромная пасть с длинными крепкими зубами, способными прокусывать броню черепах, крокодилов и даже шкуру носорогов. Оружием же носорога является его острый рог, с помощью которого этот гигант может вспороть брюхо любому противнику. Вес взрослых представителей, как бегемотов, так и носорогов, как правило, в диапазоне от 3 до 4 тонн. Поэтому, столкнувшись на узкой тропе, никто из них не намерен отступать в сторону. Основные отличия заключаются в темпераменте животных. Носорог – более осторожное животное. Он оценивает свои силы и, как правило, первый не кидается. Он опускает голову, демонстрируя свое оружие, и показывает готовность его применить в случае агрессии бегемота. Бегемоты же вспыльчивые темпераментные животные и редко думают о последствиях, ввязываясь в драку. Успех носорога зависит от рога, который он отрастил. На этом видео бегемот проявил тактический прием, зная свои сильные стороны и слабые стороны противника. Он загнал носорога в реку, опрокинул на бок, и больше страшный рог не представляет опасности. Второй бегемот решил не вмешиваться в честную драку. По крайней мере до тех пор, пока у братишки все идет по плану. Как известно, у носорогов очень плохое зрение. Правда, бегемоты об этом не знают. Поэтому, не разойдясь на той самой узкой тропинке, они думают, что носорог слишком дерзкий, а не слепой добрячок. Нередко эти животные понимают, что делить им особо нечего, и нет смысла наносить друг другу смертельные увечья. Это одинаковые по силе гиганты. И если они встречаются в битве, исход ее бывает печальным для обоих участников. Пожалуй, есть только один сценарий, при котором носорог будет явным аутсайдером. Это если он добровольно зайдет в реку к бегемоту и начнет огрызаться. В этом случае шансов у него практически нет. Бегемот в своей стихии и может вонзить острые зубы с любой стороны. Бегемоты – отличные пловцы. Они могут находиться под водой несколько минут. И несмотря на их неуклюжий вид, могут развивать скорость под водой до 13 км в час. Для сравнения, профессиональные пловцы на короткие дистанции плавают в 2 раза медленней. Нередки случаи, когда проплывающая моторная лодка вводит бегемота в ярость. Зафиксировано множество случаев нападений бегемотов на лодке. И жертвами подобных нападений становится множество людей ежегодно. На этих кадрах видно, как стремительно разгоняется бегемот, ныряя под воду. Лодке едва удается набрать обороты, чтобы оторваться от разъяренного животного. На этом видео ситуация повторяется. Бегемот зашел сбоку лодки и, резко вынырнув, атаковал. Люди попадали за борт. Добраться до берега живыми удалось не всем. На суше бегемоты тоже не соответствуют своему виду неуклюжей цистерны на коротких ножках. Скорость бега этого животного может превышать 45 км в час. Поэтому убежать от него на открытой местности будет непросто. К примеру, максимальная скорость олимпийского чемпиона Усейн Болта 44 км в час. Бегемотам приходится делить водоемы и реки с крокодилами. И нередки стычки между этими животными. Чаще всего крокодилы пытаются скрыться при виде взрослого бегемота. Ведь его мощные зубы могут с легкостью прокусить шкуру крокодила. Единственный зверь, который может в одиночку одолеть взрослого бегемота, это слон. Поэтому бегемоты предпочитают при встрече воспользоваться своими отличными навыками бега. Бегемот – это одно из самых крупных и сильных животных Африки. И известен он своим вспыльчивым характером. Если ему что-то не понравится, а вывести его из себя очень просто, или если он почувствует угрозу для своего детеныша, то не поздоровится всем, кто окажется поблизости. Но несмотря на вспыльчивость, у этого животного не отнять благородства. И примеров тому огромное множество. Нередко на видео попадают кадры, когда бегемоты вмешиваются в беспредел, чтобы спасти жертву. Конечно же, в животном мире неправильно называть пищевую иерархию беспределом.
И родившись антилопой, будь готов быть съеденным после первой же ошибки или оплошности. Но все равно приятно осознавать, что есть зверь, который не прочь уравнять эти права, разогнав, к примеру, стаю гиен, как в этом видео. Добыча была уже у них в зубах, смиренно ожидая своего финала, не надеясь даже на чудо. Но неравнодушный бегемот решил вмешаться. Может показаться, что бегемот просто решил отобрать легкую добычу. Но на самом деле бегемоты растительноядные животные, и мясо их не интересует. Еще одно видео, доказывающее неравнодушие бегемотов к чужой беде. Зебра забыла, что она не на курорте, а река не ее стихия. Стремительное течение стало быстро ее уносить, забирая последние силы на то, чтобы держаться на плаву. Легкомысленной зебре повезло, что поблизости был бегемот, который, в отличие от нее, себя чувствует в воде как рыба. Он-то и решил ей помочь, вытолкав из воды на берег. Другая зебра выбрала правильное место для переправы и почти прошла всю дистанцию самостоятельно. Но у самого берега ее поджидала более коварная угроза – голодные крокодилы, которые вцепились своими зубами в копыта зебры, утаскивая ее под воду. Бегемоты, видя старания и борьбу зебры за жизнь, решили, что у нее еще осталось много незавершенных дел, поэтому соизволили вмешаться и продлить ей жизнь. Крокодилы, как правило, избегают сражений с бегемотами, так как шансов против этих гигантов у них немного, поэтому тоже отступают, оставляя зебру в покое. Вот еще один пример. Антилопа Гну имела неосторожность зайти в воду поблизости с крокодилом и тут же попала в просак. Если бы не пара бегемотов, загоравших поблизости, зебры стали бы свидетелями страшного убийства. Но не в этот раз. Благодаря бегемотам антилопа уносит копыта под улюлюканье зебр-зевак, опустив голову. Несмотря на репутацию самого опасного и вспыльчивого зверя Африки, фермеру из ЮАР удалось подружиться с бегемотом и довольно долго сохранять эту самую дружбу. Маленького бегемотика, потерявшего мать, спасли люди. Выходили и передали Мариоту на ферму, зная о его увлечениях дикими животными. Бегемот быстро рос, а Мариус все больше привязывался к своему новому другу. Когда маленький бегемотик вырос в огромное животное, никто из друзей Мариуса и даже жена не рисковали к нему подходить. И только Мариус верил в дружбу со своим необычным питомцем. Бегемот не проявлял никакой агрессии к Мариусу. А любимым развлечением Мариуса было катание на спине своего бегемота. Фермер заявлял, что полностью доверяет животному. И несмотря на репутацию самого опасного зверя, уверен, что бегемот никогда не причинит ему вреда. После этих заявлений дружба резко оборвалась. Тело Мариуса обнаружили в реке, все покусанное мощными зубами бегемота. Выяснить точно причину произошедшего не удалось. Может быть, бегемот был в ярости, а может просто так играл, не рассчитав силу, воспринимая Мариуса как себе подобного. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.